Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии, за то, что делитесь своим сокровенным. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада: кто прибегает к магии в твоем ближайшем окружении? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Сегодня мы рассмотрим, кто эти люди, которые прибегают к каким-то, ну, может быть, кто-то выйдет у нас, магические ритуалы какие-то применяет. Да, может быть, ну, посмотрим тоже, может быть, там манипуляции какие-то, да, психологические, на уровне прям, ну, не знаю, сколько это применимо к магии. В общем, рассмотрим. Вообще тема такая своеобразная, да, какая-то специфическая. Надеюсь, что сейчас выйдет у меня, что никто не применяет, да. Может быть, какие-то магические, скажем так, ритуалы, наоборот, для процветания. И исключительно своего, там, я имею в виду, может быть, и в отношении вас, чтобы у вас было все хорошо. Не обязательно же негативный какой-то, да, подтекст. Магия, она ж такая, не обязательно с негативным у нас подтекстом. Итак, смотрим, какая вы, какая девочка пришла на расклад. Какая вы? Какого-то мужчину вы мне тут сразу принца показываете, с которым то ли была любовная связь, зависимость. Можно охарактеризовать как, ну, не совсем это здоровое взаимоотношение. Больная любовь. В этой карте, как правило, видите, тут изображен мужчина, он сам по себе проблемный. Там у кого-то зависимости у мужчины разного рода. У кого-то он, в принципе, может вести себя токсично. У него самого по себе проблемы по жизни, скажем так. Но если женщина в него влюблена, автоматом эти же проблемы и на нее распространяются, да, то есть вот как-то ее любовь, может быть, носит какой-то жертвенный характер. Ну, тут отношения созависимые. Или же женщина готова на очень многое, повторюсь, тот же жертвенный характер, или женщине даже сознает она это или нет, но это какой-то выбор у нее партнера, может повторяться вот такой вот именно в таких эмоциях, именно с таким партнером она чувствует себя вот как будто бы в моменте там, ну не знаю, нужной, необходимой. Вот эти какие-то яркие переживания, качели, тут такой накал страстей, вот как будто бы в спокойных каких-то размеренных взаимоотношениях ей может быть скучно. Изначально выбор партнера может быть вот у нее вот в сторону вот таких вот, ей больше нравятся какие-то такие мужчины проблемные, да, может быть, если сказать, плохой мальчик, да. Так, ладно, какая вы? Интересно. Так, сейчас будем докладывать. При этом у меня карта принц, вот на этого мужчину, опять-таки повторюсь, говорит о том, что на самом деле, может быть, вот эти вот так называемые токсичные отношения, болезненные, созависимые, они, может, изначально вы так и не воспринимали это. Так как карта принц — это мужчина, который себя позиционирует таким самодостаточным, сильным, интересным, лакомый кусочек для очень многих женщин. Опять-таки, для этого мужчины очень важно создавать вот этот какой-то имидж, амплуа, там, опять-таки, ресурсного. Тут корона на голове и карта принц, то есть он действительно может какими-то обладать там достоинствами, тут и интеллект может быть, и харизма, внешние данные, тут может занимать какой-то пост, должность, по крайней мере стремиться к тому, чтобы его таким воспринимали, знаете, социально вкусный такой продукт. И опять-таки эта карта на вас уже тут ложится. Это муза яркая, харизматичная, наполненная энергетически. Опять-таки
вы рядом с ним могли вот такой себя ощутить, вот как, ну, в союзе с ним, да, в тандеме с ним. Может быть, это у кого-то рабочие отношения, где-то вы пересеклись. Как будто бы вы в полной мере могли попасть под обаяние этого мужчины. Где-то, может, почувствовали какую-то даже конкуренцию за его внимание с кем-либо. Это могло проявляться. Повторюсь, такие мужчины, они пользуются интересом, спросом, скажем так. Ну, вот тут вот у кого-то так может проиграться. Но дальше карты, говорящие о том, что карта одиночества. И тут как гром среди ясного неба и карта слезы у ребенка. То есть это опять-таки от вашего вот такого наполненного состояния. И тут и внешне вы привлекательны. Может быть, как птица, да, райская, крылья расправили. Все у вас было замечательно. И вы являлись для этого мужчины вот этой музой. Тоже вы его вдохновляли. Так вот, по факту тут дальше карты, говорящие о том, что одиночество. То ли вы себя сейчас ощущаете, ну, скажем так, ну, где-то одиноко. Нет человека, с которым бы вы могли в хорошем смысле, да, какой-то в хорошем смысле слияния, в хорошем смысле ощущали, что вот рядом ваша вторая половинка. То ли вы с этим партнером разошлись, да, и поэтому, соответственно, тут как одиночество. Об этом говорят еще вот эти карты. Это как какая-то ситуация внештатная. Тут какой-то форс-мажор, как гром среди ясного неба. Повторюсь, вы планировали одно, может быть, с кем-то, не обязательно даже с этим мужчиной, вы могли быть в союзе, как будто, а то, в чем сейчас вы находитесь, в каких отношениях, это приносит вам разочарование, да, мягко говоря. Тут слезы. Где-то это ребенок все-таки плачет. Это какая-то наивность, это доверчивость, это где-то, может быть, как в иллюзорном мире в каком-то, в своих мирах вы витали. Вы видели картинку вот происходящего, опять-таки, в одном свете, а тут она как реальность какая-то проявилась, да. И опять показано, вы к этому не были готовы. У кого-то, если вы в союзе с кем-то, повторюсь, одиночество вдвоем. Если вы разошлись с этим мужчиной, тут тоже вы чувствуете себя вот тут, ну, как одинокой. Ну, к сожалению, какие-то эмоции тут такие не особо сейчас. Так, слезы, разочарование. Ну, вот я спрашиваю, слезы. Это ваша карта, это какое-то опустошение, разочарование. О чем это? Вот смотрите, показана мне история в этих слез, в этого разочарования, это какой-то пустоты звенящей, которая, ну, почему-то мне так показано. Вы не транслируете ни в коем случае. Тут ваша карта, карта сад, это карта социума, то есть окружение, сердце на замок. То есть в вашем окружении, может быть, там ваши коллеги, ваши там знакомые, близкие, не близкие, как будто бы вы вот это вот сердечко на замок закрываете, никого в это сердце не пускаете, не подпускаете, как рамки, границы выстраиваете. Вообще поменьше старайтесь как будто о себе говорить. То есть, поэтому говорю, ух ты, как интересно тут. Смотрите, карта замок, да, вот с ключом, и следующая карта ключ и дом. То есть где-то вы закрываете, вы поменьше стараетесь рассказывать там о своих личных делах, о семейных, да, домашних. Вот тут почему-то вот как-то так вот. Ну, не хотите, видать. Показано мне, как будто бы вот эти вот слезы, это разочарование, это не для публики. Вы проживаете это все, может быть, внутри, может быть, у кого-то там есть близкие подруги, но почему-то мне вот это одиночество говорит о том, что по большому счету даже особо, наверное, как бы поделиться и поговорить об этом, ну, особо не с кем. Просто тут такая разница, насколько вот была энергия вот такая вот яркая, харизматичная, наполненная. И вот какое-то сейчас состояние, ну, противоположное. И при этом карта вот это одиночество говорит о том, что, скорее всего, вы даже уже свыклись в этом одиночестве. Вы, может быть, его приняли как должное.
и даже, может быть, проживаете это, осознаете, что вам нужно этот период прожить. Так, а вам комфортно в этом одиночестве? По поводу комфортно вам или нет в одиночестве, тут какая-то ваша позиция по поводу карта сплетни, паутина, карта доступность, тут что-то бесплодно ждать, как будто бы воздержание. Сейчас я объясню. Сочетание этих карт говорит о том, что вы особо не доверяете сейчас там, может быть, людям, ну, где-то разуверились, да, вот опять вот эти слезки мне говорят о том, что где-то по-другому смотрите на людей, не верите в их искренность, скорее какие-то сталкиваетесь с какими-то двойными стандартами. И вы говорите, я не хочу быть, ну, тут доступность карта, знаете, как темой для каких-то сплетен, не хотите подбрасывать вот эти вот лишние темы. Карта метла — это сплетни, карта паутина, видите, женщина запуталась в паутине. Не хотите выносить как ссоры из избы, не хотите того, чтобы вам мыли кости и рассказывали там, что вы, допустим, там кого-то влюбились или кого-то к себе подпустили, или с кем-то там были в каком-то союзе. Туда говорите, не хочу, это чревато, вряд ли они мне чем-то помогут, эти вот люди, которые меня окружают, да, которые пытаются, может, мне даже в душу влезть. Помощи от них ноль, но вот эти вот сплетни, это 100% будут мне кости перемывать. И, ну, почему я говорю, что как будто бы ноль помощи, потому что тут карта бесплодно ждать по карте парусник чего-то хорошего, то есть, ну, либо совета, либо там, уж не знаю, поддержки какой-то психологической. Поэтому вы воздержание, карта, воздерживаетесь от каких-либо, ну, разговоров особых, там, чтобы делиться своим сокровенным, вы не спешите. Вот как-то мне такая вышла характеристика. Ну, тут мудрая женщина, которая уже понимает, что если помощь, то за помощью нужно обращаться, скорее всего, к специалистам или к очень близким, родным людям. Какое-то окружение ваше, оно, вы понимаете, толку не будет. Могут быть только проблемы, если вы личным чем-то вот таким начнете делиться, сокровенным, открывать душу тут. Так как-то. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Итак, кто прибегает к магии в твоем ближайшем окружении? Наверное, смотрим, кто эти люди, которые прибегают к магии в вашем личном окружении, и в чем проявляется, да, то есть что они, собственно, такое творят, делают, эти люди. Так, кто прибегает к магии, что они там творят? Кто прибегает к магии? Что они вытворяют? Кто прибегает к магии? Что они творят, вытворяют? Кто? Что они творят, эти люди? Так, наверное, это кто этот человек и что они творят? Так, один человек или несколько, группа лиц, может быть, да? Собираются, да, в обеденном перерыве, начинают там шаманить что-нибудь. Так, давайте смотрим. Кто прибегает к магии в вашем ближайшем окружении? Ну вот смотрите, тут точно как у меня прям мурашки по коже. Ну, девочки, ладно, как бы я там иронично не относилась к этому всему, да, потому как общие расклады все-таки. Ладно, мой черный юмор. Вот смотрите, женщины, группа лиц, сестринство вышла у меня карта. То есть в вашем ближайшем окружении тут женщины, которые объединены какой-то общей целью, идеей. Сейчас будем смотреть. Причем тут первая карта вышла
это как планы этих женщин, они как мостики простраивают. То есть это даже, скорее всего, хотел сказать, налаженное производство. Девочки, я понимаю, как это звучит, я все понимаю. Но тут как будто бы для них это норма, для них это привычно. Ой, мне прям чудно, что дальше будет, к чему мы сейчас придем. Прям так, да? Давайте не терять здравый смысл, остатки его. Так, о чем это? Кто эти люди? Кто они? Интересно уже. Ну вот, смотрите. Нифига себе, девочки, смотрите. Это карта. Вот, кстати, проклятие. Карта у меня вышла. И карта ведающей, да? Тайная жрица. И тут сестринство. Женщины вышли. Угу. Сейчас. Интересно все это. Так. Как это все теперь мне все вместе свести? Так, ладно. Женщины, которые стабильно этим занимаются, я вам хочу сказать, прибегают к магии. Это не одна, повторюсь, группа лиц. При этом женщины, они считают себя вправе как будто бы судить, карать. Вот тут мне так, девочки, идет. Женщины, которые считают себя, ну, знаете, как будто бы выше какого-то, может быть, даже, как, знаете, прям, не знаю, как сказать, как, ну, секта, не секта, ладно, орден, не орден. Я не знаю, что это за группа лиц, мне прям как-то стрёмненько даже. Как будто бы, знаете, они могут, эти женщины, какое-то время находиться в волнительном ожидании от чего? От того, что, вот, допустим, они наблюдают за, ну, в нашем раскладе мы вообще-то о вас говорим, ну, допустим, это характеристика на них. Они, допустим, смотрят, наблюдают за кем-либо, за чем-либо, за какими-то проявлениями, может быть. И у них волнительное ожидание, это как будто бы приглядывают, смотрят. Потом, если будто бы этот результат, который они там ожидают, закономерный, он, ну, по их мнению, тут не приходит, какой-то результат, как будто бы они дальше берут на вооружение какие-то тайные знания. Но тут Верховная Жрица вышла у меня, как я по-другому. Верховная Жрица, проклятие, удача, остуда. То есть, если они считают, что, допустим, кто-то, по их мнению, заслуживает наказания, да, то они могут применять тут магию. Для чего? Для того, чтобы карта рыба – это удача. Вот они как будто бы эту удачу от человека отводят, карта остуда. При этом старость, узел, иллюзия. При этом человек как будто бы даже до конца не может понимать, почему у него идет череда каких-то в жизни препятствий. Как будто бы вот палки в колесах кто-то пытается вставить. Подпишись на канал и поставь лайк. А тут коллективный женский разум. Что-то мне так аж прям стрёмно это все. Ладно. Старость, узел, иллюзия. Тут вот мне показано, с одной стороны, это можно прочесть, конечно, что из-за того, что они берут вот как будто бы в руки типа, да, правосудие вершат, они считают себя вправе. Они тем самым кармический узел, они себе завязывают этот узел, проблемы себе в карму приобретают. А с другой стороны, я вам хочу сказать, они как будто бы, ну, реально не могут влиять на судьбу человека. Вот, допустим, какой-то человек находится как в иллюзиях каких-то, он там запланировал что-то, да, а они тут могут реально вот испортить ему жизнь. Вот так вот. Ну, могут эти люди. Если бы не было вот этих вот карт, то Верховная Жрица и проклятие, то и рядом, которое вот проклятие, которое удачу вот, ну, как перекрывает, и карта остуда тут.
Тут в прямом смысле как будто бы может быть хороший у кого-то тут прогноз, вот какие-то перспективы, планы. А они почему-то посчитают, что, допустим, как будто бы, ну, я повторюсь, как будто они вправе менять судьбу человека. Ну, я не вижу, что в лучшую сторону. Я вижу, что как будто бы вот эти карты, это похоже как повешенный, жертва. Тут прям такие странные какие-то карты. Так, это группа лиц. Для чего она это делает? Освобождение кого? Энергии для себя. Ну вот смотрите, я спрашиваю, для чего они это делают? Вот, ну как вот эта карта, она так и читается, сродни как повешенный, жертва. Видите, якорь такой, тут ну, она считается как утопленник, как жертва. То есть, спрашиваю, для чего они вот, другими словами, в жертву приносят, портят жизнь какому-либо человеку. Тут как будто бы у них вот, это норма. Для чего? Тут карта освобождения, бабочка из кокона вылетает. Освобождение чего? Освобождение энергии. Они берут какую-то энергию, то есть. И для чего эта карта шабаш? Выходят опять те же самые женщины, только тут они приводят какие-то ритуалы. То есть они эту энергию используют там для своих каких-то целей. Вот тут по-другому никак я не могу это прочесть. Да. Так, ладно, иллюзии. У кого-то иллюзии могут, опять-таки, какая-то такая история интересная, как будто бы, допустим, возьмем абстрактно, да, какую-то женщину. Она находится в иллюзиях, в любовных, да, по поводу вот слияния с каким-то мужчиной, да, построения отношений. Тут вполне возможно вот эти вот доброжелатели, назовем их так, да, могут опять-таки приложить руку. Для чего? Для того, чтобы не сложились отношения, для того, чтобы как-то переигралось все. Так, иллюзии это со стороны, это и те женщины в иллюзиях находятся. Это какая-то девочка, да? О чем это? Бесплодно. Ну, опять не знаю, почему мне хочется задать вопрос, зачем они это делают? Потому что для меня, ну, как бы сам постановка вопроса даже, зачем они это делают? Это для них работа. Вот не знаю, мне пришло. Так вот они делают, работа по солнцу. Где-то эгоизм, где-то, ну, они считают себя, опять-таки, почему-то они считают себя вправе вершить чужую судьбу. Вот мне так идет, странно как-то. Понимаю, какой-то расклад странный, мягко говоря. Так. Кармический этот узел. Это они себе завязывают. Да, они себе проблемы приносят, мягко говоря, на пятую точку. Карта сущность. Себе добавляют проблем. Ну, разного рода, да. Не знаю. Все равно это их выбор какой-то. Так, девочки, даже не знаю, что спрашивать, честно говоря. Как вы с ними связаны? Вот, да, наверное, потому что непонятно. Где вы пересекаетесь, может, как вы с ними связаны? Как вы с ними связаны, с этими женщинами? Ощущение. О чем? Воительница. Сплетни. Одни сплетни? Нет. В чем это? Как вы с ними связаны? Рабочие отношения? Нет. Ближайшее окружение? Нет. Ну, уже радует, что это не ближайшее окружение. И вот тут как-то так странно. Это я не могу сказать, что прям рабочие отношения, потому что карта зелья это
Это какая-то, ну, это туман-дурман, это не истинное вино любви. Девочки, я не знаю, у кого-то, может быть, это какое-то, знаете, как шапошное знакомство, такое какое-то поверхностное. Тут больше эмоций, общения. Я даже не знаю, скорее всего, они за вами наблюдают. Везде ниже. Как они к вам проявляются в отношении вас? Они бездействуют. Ну, дальше я спрошу в отношении вас, как они проявляются. Пока же мы толком даже не понимаем, они вам вредят, не вредят. Просто вот как-то получается, вот тут мне в отношении вас они как-то бездействуют тут. Это люди, которые почему-то, ну, как за вами просто как наблюдают. Вот у меня сейчас так считывается. Это не совсем рабочие отношения, но каким-то боком, как будто вы соприкасаетесь. Я не знаю. Почему-то они за вами как наблюдают. Опять-таки, вот тут такие карты очень интересные. Как вы вообще связаны? Тут карта очищения. Знаете, я могу так считывать. У кого-то элементарно даже вы можете посещать какие-то группы поддержки. У кого-то очищение это может быть, ну ладно, не могу сказать, что там в каких-то медицинских учреждениях могли пересекаться, потому что это не совсем работа. Ну, как бы для них, может, это и работа, а для вас это, ну, не совсем как работа. И это не близкое ваше окружение, то есть это уже не ваши близкие родные, это уже не ваши там друзья, и это уже не ваши, это даже не коллеги. Тут как-то так странно, какая-то такая работа, но она не работа. Может, вы в поиске какой-то информации ну, были, может быть, там, ну, не знаю, информация разного рода, вы там, может, интересовались, где-то на каких-то форумах пересекались. Вот тут вот что-то такое, девочки. Вы как-то могли вот пересечься с ними. Кто-то в прямом смысле в интернете, потому что я задала этот вопрос, тут эмоции какие-то. Может быть, вы даже, ну, опять обсуждали что-то с этими людьми, с одной из них, может быть. Ух ты, ё-моё. Тут практикующие, девочки, тут практикующие эти дамочки. При этом так интересно, тут какая-то как будто бы информацию вы могли обсуждать, вплоть до того, что карта метла это, ну, какие-то сплетни. Карта привязь это можно посчитать как созависимое отношение. Может быть, в попытках разобраться, да, может быть, разобраться там в вашей ситуации, это любовь или это зависимое отношение, вы могли с кем-то из них как-то пересечься. И при этом мне так интересно, вот эта карта воительницы, это говорит о том, что и вы, скорее всего, тут подходили, может быть, сначала как на вытянутую руку, да, дистанцию держали, больше как будто бы старались анализировать, да, не открываться. Но потом, может быть, даже как-то незаметно для себя, как сердце свое открыли. Почему-то вам эта информация, может быть, с их стороны вы интересны стали, вас приблизили, или вы кого-то из них приблизили к себе. Но при этом карта замок, какая-то такая интересная ситуация, где вы просто могли вот как в одно касание с этими людьми вот пересечься, какая-то информация правдивая, неправдивая, тут скорее всего про какие-то манипуляции, может быть по психологии что-то, вот какие-то такие вот нюансы, вы могли их заинтересовать, они могли вас заинтересовать. И вот сама информация тут какая-то интересная, тайная, может быть. Вот не зря ж мне тут сообщество, тут все-таки тайная жрица. Вот, тайная жрица это женщина, которая обладает этими тайными знаниями, доступом. Ну, ведьма ведающая, очень много книг, очень много там специфической этой какой-то литературы. Вот тут вот как будто и жадность к какой-то тайне, жадность, может быть, к познанию, может быть, карта сердца, это все-таки как будто бы для себя, может, вы хотели даже разобраться, как будто бы сердцем, да, если была там какая-то любовная история, может, вы хотели для себя понять со стороны мужчины, это любовь была, это влюбленность, это страсть, это манипуляция, это использование вас. Вот
как вариант я могу только так это прочесть. Не знаю. В общем, с кем-то вы тут, как-то я же говорю, в какое-то касание, в одно касание где-то прошли, где-то, может быть, этой информацией они с вами поделились, или вы узнали об этом. Ну, почему-то ж мы спрашиваем в вашем ближайшем окружении, ну, в какой-то момент, может, это и было как ваше ближайшее, ну, да, вот если там некоторые девочки увлекаются и там конкретно заводят знакомства на сайтах, какой-то информацией обмениваются. Сейчас я спросила, это не ваше, это не прям не конкретно, прям ближайшее там вот. Нет, сейчас нет. Ой, ну извините, если сумбурно как-то, потому что тема такая, она специфическая. Итак, давайте все-таки мы уже посмотрели, кто прибегает к магии, да? Группа лиц, группа женщин этих. Тайные жрицы, да, действительно, обладающие тайными знаниями. Может быть, тарологи, но там, я говорю, они практикующие. А теперь, собственно, как это вас касается, да, и что они, может быть, в отношении вас делали, да, не знаю. Сердце. Ах ты, ё-моё, манипуляции. Выбор. Защита. Указание, принятие, дом. Ду-ду-ду-ду-ду. Ну вот, смотрите, как-то такое сочетание прям стрёмненько мне. Так, смотрите, в отношении вас под маской, это все под маской происходило, да, тут люди надевали маски, и у них желание было, допустим, чтобы они, ну, вы так их считывали, ну, совсем не теми, кем они являются, да. То есть, я думаю, в моменте там считывали вас, пытались считать. Запрос у вас на что, на кого проявление. Вот они теми людьми, наверное, пытались прикидываться. Почему я это говорю? Потому что тут какие-то прям написано на карте манипуляции. В отношении вас проделывались эти манипуляции. Так, при этом может быть считан ваш запрос на карта сердца, это открытая. Ну, ваше желание быть любимой. Может, желание разобраться, почему в отношении вас, допустим, за спиной, там тут мужской силуэт, да, и он держит как кинжал за спиной. Может быть, вот вы с таким запросом, ну, то ли, может, к ним обратились, то ли к кому-то вы обращались. И это как будто бы вот они считали вот это вот. И где-то они могли вот манипулировать вами, вашими страхами. Страх какой-то, может быть, неудача, страх. Опять-таки, если вы в любви в этой разочаровались, тоже, может быть, как-то вот они пытались надавить на эти вот какие-то ваши привязанность, на ваши чувства. У кого-то может проиграться так. Выбор у женщины из двух мужчин был, и, допустим, вы хотели с каким-то мужчиной построить семью. Карта аиста, кто-то деток хотел создать, в общем, новую ячейку общества. То тут со стороны вот этих вот людей, которые, ну, прибегают к магии, они вот, тут было приложено усилие, карта кладбища, это говорит об этом. То есть ритуал был какой-то проведен для того, чтобы, может быть, мужчина вас увидел в каком-то другом свете, или вы этого мужчину, карта маска, увидели не тем, кем он является, или, ну, у кого-то наоборот даже эта маска слетела с мужчины, может быть, тоже такая ситуация, тоже может быть. Почему-то тут идет такая какая-то карта страсти, наказания, может быть, даже, ну, я не знаю, вряд ли этого блага, да, на кладбище, если что-либо делается, какой-то ритуал, вряд ли этого блага может быть. Но я уже, знаете, я, конечно, наивная, но, наверное, не настолько. Но, в общем, не знаю, почему-то тут цель этого, вот, карта страсти, наказания, что и принятие, как будто бы вам показали, подсветили, даже навязали какой-то сценарий,
допустим, если вы там влюбились в кого-то и вас страсть накрывала, чтобы у вас четко пришло осознание того, что, допустим, с этим мужчиной вы не должны быть. А если вы будете, то как будто бы счастья вам с ним не видать. Ну, в общем, как будто бы отношения то ли трудно реализуемые, то ли порицаемые в социумом. В общем, эта страсть как будто бы будет разрушительна. И за эту страсть вам придется нести это наказание. Тут наказание как высших сил, как... Тут какое-то такое у меня ощущение. Я надеюсь, что это не заказанное какое-то было тут это мероприятие. То есть, знаете, если мужчина не свободен, да, там, то со стороны жены, да, она приложила усилия для того, чтобы там развести вас в разные стороны, да, но тут что-то такое тоже может проигрываться. Ну, как будто бы вас развели друг от друга, отвели. А при этом вы можете думать, что вы сами какой-то выбор сделали. Тут у кого-то двое мужчин, у кого-то два пути, у кого-то тут могли очень четырехугольники быть, трехугольники. При этом, правда, как будто бы вас вот как закрывали дорогу вам, может быть, друг другу, именно к построению каких-то вот серьезных таких отношений. Я, конечно, понимаю, что сейчас так легко сказать, да, мужчина, может, и не думал, и не гадал, и не хотел серьезных отношений, но по этим картам получается, как будто бы закрыли, перекрыли возможность даже карта Аиста построения серьезных отношений с ним. Тут карта кладбища тоже об этом говорит. Как будто бы твоя страсть, это же и наказание. Она же и наказание. При этом карта даже принятия, как будто бы вас заставляют или заставили принять это, осознать это. И тут карта дом, может быть, вследствие этого вы то ли в своей привычной среде остались, да, то ли если у вас был постоянно какой-то мужчина или другой партнер, то как будто бы вас подтолкнули даже к тому, что вы сделали выбор в сторону вот этого постоянного партнера. Девочки, тут прям у кого-то вот тут какая-то такая любовная история, это страсть, как будто бы вы мечтали тут что-то, может, новое создать, рискнуть. А тут прям показано, что тут как будто бы вас развели, перекрыли вам эту возможность. Ну давайте, все-таки мне как-то хотелось бы спросить, это во благо для вас было сделано? Ну, знаете, мало ли. Может, у них какое-то, не знаю, там, высшее видение этого всего, этой ситуации. Это вам во благо было сделано? Карта клевер, шансы. Шансы. На что? Карта крест. Ну, скорее нет. Скорее нет даже, девочки. Я не могу сказать во благо. Тут, знаете, как-то карта, как будто шансы давались. Может, высшими силами. Может, тут отчасти вы могли даже и сами с мужчиной с каким-то, знаете, как вот исковеркать, не взять эти шансы. Но тут тоже приложили они руку свою, да. Тут как будто бы шансы, карта крест, как... Ну, я даже не могу сказать. Скорее всего, приложили руку для того, чтобы карта крест, вот оно вот случилось, уже сложилось, и больше не было у вас даже больше шансов с этим мужчиной что-либо построить в будущем. Даже вот так вот как-то могли вот, допустим, у вас отношения нормально завязываться, развиваться, и вы надеялись на то, что там будет какое-то логическое завершение, какой-то хэппи-энд. А тут бабак, и вот тут эти вот женщины, да, верховные жрицы, карта крест, это как оплакивание ситуации, это как будто могли подтолкнуть, исказить какую-то информацию, как-то повлиять. Ну, тут влияние, это же, говорю, тут было магическое влияние.
Карта лабиринт. Для чего? Для того, чтобы эта ситуация лабиринт, это муть какая-то, это непонятно, это вот оно и есть, это вот как будто бы даже какое-то вмешательство было, и все, и назад уже ничего не сделаешь, не вернешь. Ситуация максимально какой-то туманной была, непонятной. И тут, если захочешь в лабиринте, из этого лабиринта не выкарабкаешься, и будешь как ежик в тумане бродить. И по вот этой карте, это карта крест, смотрите, опять-таки фигурка, тут, ну, женская, да, это, ну, как оплакивает на этой могиле, оплакивает где-то свою судьбу даже, оплакивает то, что произошло, и прекрасно понимает, что назад уже не вернешь. Вот эти шансы, которые давались, их уже назад опять-таки, ну, не попросишь, чтобы их снова, вновь дали. Я не хочу тут, знаете, как снимать ответственность за ваши какие-то поступки, там, может быть, поступки мужчины. Упаси Господи, мы должны нести ответственность за наши поступки. Но тут приложено, тут какая-то рука приложена для того, чтобы, опять-таки, не было возможности у вас этими шансами воспользоваться. А давайте я спрошу. Все-таки вот это вмешательство мы разобрались. Это было вмешательство, и цель этого была перекрыть вам возможность взять шансы в любовную историю, какую-то проиграть, страсть какую-то, как будто бы тут четко преследовалась цель вас развести, и мало того, чтобы развести, донести до вас даже, что если в дальнейшем будет вот эта какая-то страсть, вас там накрывать, вас попытки сблизиться, то за этим будет наказание. Как будто бы и тут успешно вам донесли это, как будто бы приняли уже какое-то решение, уже какая-то осознанность пришла. У кого-то даже вплоть до того, что есть такое уже ощущение того, что вы, допустим, сами себе говорите, да мне с ним все равно ничего бы не получилось, мы там из разных миров. Допустим, у него там в голове там одно, у меня другое, у него одни планы, у меня другие. Может быть, даже принять этой ситуации, вот вы думаете, хорошо, что я там не рискнула, и хорошо, что там у нас с ним ничего по факту там дальше не случилось, потому что все равно бы мы разошлись, допустим. Вот тут такое у кого-то прям вот уже сформированное. Ну, мне так идет, девочки. А давайте я спрошу, с какой целью они, понятно, с целью, чтобы вас развести, чтобы у вас ничего не случилось, не получилось. А это, ну, давайте прямо скажу, это заказ кого-то? Или это, ну как, это заказ был сделан от кого-то для того, чтобы вот это вот все действо свершилось? Был заказ? Да, девочки, смотрите, карта дьявола, 100%. Это заказ был. От кого? Я не знаю, инициатива женщины. Ну, женщины. Может быть, даже не одна. Интересно как. Это как ваша конкурентка скорее. Это какая-то женщина, даже не то, что не одна. Тут, смотрите, как две женщины, может быть, за мужчину борются. Вот да, за шансы быть с этим мужчиной. Все, я дальше ничего не буду спрашивать, девочки. Тот, кто понимает, тот понимает, да, как говорят. Все, мои хорошие, кому было это интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.